Сегодня мы начинаем свой день с похода в департамент туризма, как у них он называется, чтобы сделать трекинг-пермит, ну вот этот сам паспорт. Ну и надеюсь, мы сегодня уже поедем в горы, пойдем на трек. Идем мы, в общем, другой дорогой, короткой, по полю. Но, ну как обычно, в общем, неправильно. Все, вчера она не работала, потому что у них в субботу не работают, я как понял, эти заведения. А выехать, по идее, нам надо было утром в 6 утра. Но сейчас 10. И вот, не знаю, во сколько мы сейчас это все закончим. Делать эти документы. Плюс потом еще час-полтора ехать. И сегодня еще надо пройти трекинг. Ну, хотя бы сколько-то. Ну, посмотрим. Школа монахов, я так понимаю. Здесь мы ни разу не были еще, но тоже интересно. Вон европейцы пришли. Ну, может быть, и русские. Монастырь. Это как храм. Очередной мост. Не любят такие мосты подвесные, но все, что под ним течет, скорее всего, это нечистоты, смывы с туалетов, раковин. И все это, естественно, идет вот в этот водоем, который здесь находится. Но здесь вообще, по-моему, в Азии, как я понимаю, принято просто все тупо сливать в обычную речку. Тут еще, кстати, не пахнет так сильно, как обычно в Катманду там же самое. Там эти речки прям такого фиолетового оттенка. Но здесь вот как бы живут местные жители. Как раз таки именно местные, а не туристические там. Вон ястреб или орел летает, ищет падаль. Потом все это стекает, соответственно, в тот водоем, ну, в пруд, как бы здесь. Это у них почему-то озеро называется, но на деле это пруд, потому что он имеет несколько шлюзов. Ну и все, и здесь вот вы видите цвет этой воды. А вот там вон парень купается, может быть, сети ставит. Ну, рыбаки также, они здесь эту рыбу ловят. Стирают здесь же. Ну, насчет умирают, не знаю. Ну, в общем, атмосферно. А мы все идем. И идем. Нам еще идти, ну, немного осталось, в принципе. И мы на месте будем. Ну, у нас все как всегда. Мы не по плану. Должны были вовремя, то есть один день сделать эти пермиты, и на следующий день не спеша с утра выехать. На деле все как обычно через одно место. Ну, не по нашей вине, мы просто как бы не знали, что и как здесь происходит. Вот мы и пришли в это заведение. Сейчас посмотрим, оно открыто или нет. Потому что все может быть. Заполняем пермит. И вчера, оказывается, было открыто с 2 часов. Но нам об этом никто, конечно, не сказал, нигде не написано.
И сегодня они говорят, что потому что из-за коронавируса без гида в одиночку вы не можете идти. Но мы посмотрим, что там получится. В общем, мы заплатили 3000 рупий местных с человека. На входе нам пытались, по крайней мере, я как понял, впарить гайда. Сказали, что то, что сейчас коронавирус, и без гайда нельзя. Но не знаю, посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы идем на остановку автобусную. И едем на место старта. Там посмотрим, включимся. В итоге мы на автобусе не поехали, а поехали на такси. Ну, то есть договорились за 2000 рупий сразу туда, в деревню, ну, на Непал. Ну, потому что, во-первых, и быстрее, и получится в итоге на автобусе, по крайней мере, как таксист сказал, стоит 500 рупий с человека. Ну, то есть 1000 выйдет на двоих. Ехать 2-3 часа, например, может быть 2 часа. Но у нас время уже, во-первых, потеряно, время почти 12, а нам надо еще идти столько в гору. И, то есть тут 50 километров мы на такси доедем. Ну а там посмотрим, что как. Новая магистраль будет, видимо. Highway. Highway, yeah. Вот красивые горы. Почти ровная дорога. Они еще любят все рекламу делать, переписывать, рисовать по новой. То есть у них вот это заложено. На автобусах там всякие дас писать. Типа как раньше у нас было модно в далеких деревнях. Вот мы приехали на стартовую точку. Сейчас придем в себя и пойдем. И вот нам предстоит куда-то, ну, наверное, туда, куда-то вверх идти. Начали мы свой маршрут. По Maps нам показывает идти 6 часов, 11 километров. Ну, в гору получается. И как бы в конечной деревне мы заночуем. Но не знаю, посмотрим, во сколько мы дойдем до этой точки. Сегодня успеем или нет все-таки. По пути вот идем по такой дороге. Ну, каменисто, в принципе, идти возможно. То есть тут, в принципе, не такой там тяжелый маршрут. Подъем высоты. Красивые места. Прям живописная природа. Но нам идти еще далеко. Это только начало.
Прям такие массивные валуны лежат. Вот этот камень вообще просто гигантских размеров. Откуда он свалился? Наверняка откуда-то оттуда. Анапурна Intersection Area. Мы входим в зону туристическую, ну, наверное, ну, в принципе, что тут, просто контролирующее государством, наверное, типа, там, не, оно даже не национальный парк, ну, непонятно. Идем, короче, дальше. Здесь вот, ну, все вдоль реки, весь маршрут, как я понимаю, пролегает. Вот костры тут, вот это, походу, ну, может, не костры, это, конечно, лес горит. И вот я так понимаю, из-за вот этого таких очагов тут много. Из-за этого вообще ничего не видно толком, никакого нет. Везде дымка в это время года. Ну, я не знаю, конечно, может быть, здесь всегда так. А так, вон люди в огороде пашут, как говорится. Все здесь в основном. Не в основном, а везде, блин, ручная работа. Голубая вода вообще. Интересно. Прям как это. Пришли, в общем, в каньон. И вот, видимо, очередной пожар там горит. Тут, походу, везде так. Везде это все так происходит. А здесь они, видать, строят, ну, наверное, очередную плотину, чтобы вода была здесь своя. Ну, как бы строят, это, можно сказать, наверное, давно уже. Пришли в очередную деревушку. Местное население здесь, в принципе, работает. Огороды у них. Все засажено. Больше половины пути уже прошли. В первый раз идти, конечно, не привычно. Тяжко. Но, в принципе, не знаю, как бы по своим ощущениям я бы не сказал, что я прям устал. Но перепады высот, то есть, да, есть. Вообще, конечно, думаю, можно тут налегке ходить без рюкзака. Потому что, ну, не знаю, погода, в принципе, если в определенный сезон, наверное, тут, если она не меняется. А так нам осталось еще 3 километра по трекингу. 2:20 еще идти. 2 часа 20 минут. Какие-то плоды интересные. Что это такое, может, кто-нибудь знает? Осень. Вот еще одно такое дерево есть. Тут уже плодов нету. Родник. Намасте. Так вот
Среди таких живописных мест пролегает наш путь вверх. Дымка, конечно, мешает. Так, может, здесь было бы... Ну, может быть, камера передаст. Вот опять эти плоды. Непонятные. Вот здесь вот более отчетливо их видно. Съедобно они, несъедобно, кто его знает. Намасте, Татьяна. Ходим через такие мосты, как в фильме «Скалолаз». Сейчас идти опять в гору. Ничего нового уже. Вот мы познакомились с ребятами, которые идут в этом же направлении. Вот какая здесь красота. Нам осталось чуть-чуть, пока солнце высоко. Ну вот мы и пришли на место в Улере. Короче, интернета тут ни хрена нету. Погоды нет. Погода. Ну, они говорят, что здесь типа из-за погоды нет. Ну, короче, нормальный подъем. Не сказать, что он легкий. В конце просто он прям затяжной. Что я хотел сказать? Ну, отель, в общем, так же, как и всем. Она сказала только никому не говорить. То есть завтрак, ужин заказываешь, ночь бесплатно. Ну, ночевка бесплатна. Ну, а так, в целом, чистый номер. Такой прям опрятный. Душ. Ну, горячая вода, наверное, есть. Полотенец. Ну, это все попросим, я думаю, что дадут. Одеяло теплое. Ну, отопления тут нет. Но у нас сейчас время. Хорошее время, что не зима. Так что сейчас мы пойдем покушаем что-нибудь. Намасте. Вот. Вот наши друзья. Все, наступил следующий день. Мы выходим вновь на тропу. Уже с высоты 2000 метров поднимаемся выше, в соседнюю, следующую деревню Гарипань. Вчера мы, в принципе, дошли до темна. Ну, там все видно было, я уже показывал. Сегодня стартуем, время 9:30. Нам идти примерно 3,5-4 часа. Дорога вот пролегает в таком месте. Но это до сих пор еще та же деревня, Улере. Мы как бы вчера остановились в самом начале, на входе. Ну, в принципе, ни грамма не пожалели. Нормально там переночевали, покушали.
Здесь вот начинается дальше подъем. На улице, в принципе, не жарко. В шортах, ну лучше в шортах. Я не знаю, как местные, которые ходят в штанах. Я их вообще не понимаю. То есть они в штанах, в кожаных туфлях и куртках. Неважно, жарко на улице или не жарко. Они идут. Ходят, точнее. Ну а так в целом мы идем, вон Танюха. И у нас идет подъем. Вот какой вид здесь по пути нашего маршрута. Просто еще бы смог не мешал. А так тут прям головокружительный вид. Такая гигантская долина. Там вниз просто конца и края нет. Идем, короче. Душно, но местами прохладно. Вон там домик в скале построен. Вообще просто взял. Или тут была большая скала, ее раздолбили. И вниз ущелье. И наверху у него там вон посиделки ночные, видать, устраивают. Скорее всего, здесь был камнепад когда-то. Потому что дорога пробита. Коровка. Домики такие. Мы постепенно идем. Танюха вон фоткает, видно. Они тут современные уже, вон, солнечные панели, чтобы не париться. Ну, тут такие вот промоины. Внизу шумят горные реки. Интересно, но обезьян нету вот в этом месте. Ну, джип-то он стоит. Маленький охранник. А, у них собственный джип получается, смотри. Видишь? Фиштал. Родник. Какие-то красивые цветочки здесь цветут. Идем, короче, дорога закончилась, и она постепенно превратилась вот в такую, то есть узкую тропинку. Но нам там пилорамник посоветовал идти сюда, но мы вот послушались его методики в этом направлении. Наверное, тут правильных указателей нету. А по направлению этого Maps.me мы как бы отдаляемся, как будто. Но он сказал, идите вот раз. Дорога тут прям такая, только тропа. Местные жители вон идут.
Палочка, выручалочка. Тропа тут постоянно подвигается, я так понимаю, оползнем. Так что надо быть аккуратным. За нами идут туристы из британцы, скорее всего, семья или французы из 5 человек, то есть с ними дети. Вообще они там очень долго идут. Они вчера пришли затемно. Уже, наверное, даже ночь была, наверное. Потому что они очень медленно идут. Дети постоянно тормозят их. Собирают всяких жуков. Бедный их гид, который уже не знает, чем заняться. Вот. Это Монсун ресторан. Опять спуск начался. А потом будет опять подъем. Спускаться, конечно, легче, чем подниматься. Местные жители, женщины в основном, мужчин мало видно. Таскают обозы. Нам идти дальше. Осталось чуть-чуть, в принципе. Цветут сейчас эти рондодреллы или дандреллы. Я не знаю, как их называется точно. Но очень красиво. Это они. Вон прям все усеяно. Еще не все распустились, конечно, но тут, наверное, из-за того, что холодно. Набираем высоту потихоньку. Где-то 2700 уже. Но идти нам еще. В принципе, минут 30-40, наверное. Вот полянка такая. Скорее всего, загоны, типа, чтобы поскласть скотину. Может, огороды. И один жилой дом. Божьи коровки собрались здесь на тусовку. Какое-то место у них тут. Прям все облепили, весь камень. А мы идем дальше. Нам еще идти. А тут много, кстати, божьих коровок почему-то. Прям их раздавленных очень много. Вот можно посмотреть. Может, именно этот то место. Улетина непка. Там твои детки кушают конфетки. Идти. Вон цветы как распустились. Прям красота. Прошли мы чекпоинт. Грипани Пунхилл. Идти нам еще минут 40. Вон туда, в гору. Высота 2830 где-то. Вот. Пунхилл получается вон
вышка вон та. Ну как бы она-то на виду. Но до нее еще надо добраться. Вот. А Гарипани, я так понимаю, это вон то строение на горе. Дошли мы до серединки. До Пунхила почти. Здесь вот. Тут типа тикет-контор. 100 рупий. Да, все платно. Но мы, естественно, пришли не в то время. Да. Когда это ничего не работает. Так что идем дальше. Идти тяжко. Я ненавижу теперь, наверное, на всю жизнь эти ступеньки. А так, в целом, идти нормально. И время как раз сезона сейчас нормально. Потому что не холодно и не слишком жарко. То есть потеешь умеренно. И нету людей, кстати. Потому что местные говорят, здесь 600 человек в день было, на ночь оставалось. То есть это какой объем людей здесь был. А сейчас минимум 10 от силы, говорит, на ночь остается. Так что такая вот история. Но мы идем вверх. Вот, короче, мы надеемся, что это последняя лестница, которая, мне кажется, самая длинная. И вот на ту вышку мы попадем. Идти, конечно, тяжко вообще. Уже. Ну, пока что, кстати, не чувствуется кислородное голодание, хотя уже высота 3000 примерно. Как бы одышки нету, но сердцебиение, конечно, такое прям. Местами прям. Постоишь какое-то время и нормально идешь. В принципе. С палкой удобно идти. Без палки, блин, я думаю, я бы не смог. А так, сейчас поднимемся и снимем там наверху, как там. Вон Танюха идет уже. А вот вид там просто ничего не видно. Хотя там за белым фоном гора выше этой, где мы стоим. Ну и ветер здесь такой уже приличненький. Тут такой витрина. Но это не самая макушка еще. Макушка вон там. Надо до нее подняться. Тут типа такой селфи плейс. А так вид бомбический. Я так понимаю, вот это последняя лестница. Дубль 2. Дубль 2. Которая прям просто идешь тут. Такой вид. Прям витрина, конечно. Наверное, на камеру тоже передастся. Но ничего, мы не сдаемся. Вот мы пришли на этот чекпоинт, видовую площадку. И посмотрите, ни хрена ничего нету. Потому что горят леса, либо с Индии. И мы только вы можете увидеть белую пелену, хотя там везде горы. И ради чего мы поднимались на высоту 3200, вообще непонятно. И можно увидеть отсюда вот эти горы на картине. Картину посмотрели и пошли домой. Анапурна, вот самая высокая точка. Анапурна 1. Анапурна 1. Вот 8170. Да, Халага. Да. Ну вот такой вид. На камеру я вам передал. Why? Because I'm the staff and I will serve you better. I don't smoke.
No, no, I say I serve you better. Ага. Ослики поднимают камни. Закончили мы на сегодня свой маршрут. Остановились в отеле. Название я не помню. Также остановились, как везде. В принципе, просите, ну, говорите точнее, что я буду заказывать завтрак и ужин. И, ну, номер должен быть бесплатным. Вначале нас пытались развести, типа нет, но потом согласились. Ну, потому что тут по факту ты и так переплачиваешь. Платишь большой. Просто тут втройне, наверное. За обед. Да, прайс. За обед и за ужин. Полотенец в номерах нету. У них вообще ничего, в принципе, нет в номере. Все это можно попросить. Wi-Fi только получается в этой зоне, где есть печка. Вот все туристы, которые сегодня шли, в принципе, по маршруту. Ну, то есть стартовали примерно мы с одного места и попали почему-то, встретились здесь. Хотя тут очень много отелей вокруг. Вот. И вот здесь печка, у них в зоне печи есть Wi-Fi. То есть в номерах Wi-Fi нет. И тепло только здесь. Получается, вот это помещение, как бы, оно отапливается. Там у печи можно, ну, релакснуть, отдохнуть.